Здравствуйте, уважаемые коллеги! Опять мы обращаемся к новинкам, пришедшим в наши магазины. Вот компания Mini-Art решила пройтись по вот такой интересной теме. Как бы многие были удивлены, может быть, появлением вот такого интересного организма. Ну, что значит такое? Вот эта модель 4001 в 35 масштабе. Это советский широтанк. Значит, что это такое? Вообще это как бы из мира фантастики. Что-то вот такое вот. Это как вот в том старом анекдоте, про когда два еврейских конструктора работали в одном КБ. Одного звали Кульман, второго звали Ватман. Вот это примерно оттуда же. То есть вот это вот, хотя концептуально такие вот широтанки или вот именно движители вот такие вот, они как бы проектировались, они были просто гораздо больших размеров, они были сдвоены. Один даже из этих широтанков экспериментальных, опять же, находится в музее в Кубинке. Вот, можно с ним ознакомиться. Ну вот такой вот вещи, в принципе, может быть, она и существовала в каком-нибудь чертежном наброске, но реально ее никогда не было. Концептуально, наверное, сложно ее использовать, потому что вроде казалось, что при большой широкой гусенице и вращении у нее великолепная проходимость, но при отсутствии гироскопов, то есть сами понимаете, что удержать эту машину было очень сложно. К тому же здесь изображены орудия, и сами понимаете, что если, допустим, машина останавливается и делает какой-нибудь выстрел из пушки, она тут же ложится на борт. То есть понятно, что здесь вопросов нету, просто интересно вообще, как вот это само сделано. Машина здесь представлена с интерьером. Интерьер интересный, поэтому, может быть, это вызывает такой, как бы, интерес. Но вот такая вот вещь вот выпущена в 35-м масштабе, что, в принципе, конечно, радует, потому что конструкторская мысль конструкторских, в КБ моделистов она не дремлет. Тем не менее, все это очень интересно посмотреть внутри. Ну, мы сейчас посмотрим коробочку. Посмотрим, у нас вот в магазине, например, уже почти все эти широтанки купили, хотя вроде как бы смеялись, ой, пришел такой танк, не танк, не то, не сё. Но тем не менее, вот уже практически их не осталось. Вот, тем не менее, посмотрим, давайте поближе познакомимся с содержимым коробочки. Вот такая вот интересная картинка. Сбоку изображены те самые варианты, которые представлены производителем в декале. Вот. Открываем и наталкиваемся вот на такую замечательную, как вот и делает компания Mini-Art, вот такую вот цветную самое. То есть они не делают вкладыш как звезда, а сразу делают ее как бы вот здесь сразу здесь перечисление того, что внутри. Здесь типа как вот фотоинструкция модная. Очень круто сделан интерьер, различные там вещи, те самые элементы вот этого вращательного механизма, двигатель, вот это шестеренки, все это вот дано здесь. Рабочие места экипажа даны, так сказать, где сидят, пулеметные гнезда, радиатор. Все это великолепно отлито. Многие сейчас собирали знаменитые Т-54 с интерьером ИСУ. Поэтому здесь вот традиционно компания очень сильно ударяется в интерьерные машины. Я вот обращу внимание вот на декаль. Она вот такая вот интересная. Подвижной КПП. В принципе, конечно, вот эти широтанки, наверное, все-таки задумались, как, наверное, машина разведки прежде всего. Такие небольшие разведывательные машинки, которые там шныряли. Вот. И, конечно, даешь Берлин, совсем вне конкуренции. Тут, конечно, это очень интересно и актуально. Но самое внушительное, конечно, это вот две вот эти вот бронечасти. Даются вот такие вот гусеницы. Типа гусеницы, да, вот такие вот резиновые, как он даже не гусеница, а резиновый, или, допустим, движитель. Вот такие вот четыре элемента. Вот. Здесь сразу идут элементы начинки, двигатель. Вот. Здесь у нас боезапас. Все тоже аккуратно, четко очень пролито. Это казенная часть орудия. Это мешочек для стрелянных гильз. Вот тоже дан пулемет.
который, может быть, здесь, по-моему, на советских он не устанавливался. Здесь устанавливалась пушка. Вот такие вот две детали большие. Вот это вот так маленькое вот это опорное, так сказать, колесико. Вот оно здесь. Тоже элементы внутренние, вот эти вот скрепления вот этого всего корпуса. Вот. А дальше пошло, ну, вот такие вот орудия. Орудия даже уже, в принципе, с элементом того, что они как бы засверливать их не надо, уже есть отверстие. Ну, такое как бы шарообразное, так сказать, как маска орудия. Вот. Опять же дан еще вот пулемет отдельно. Пулеметы идут вот в такой вот у нас, если пушка у нас идет вот в такой вот, то пулемет у нас идут вот такой Т-образный, то есть вверх-вниз и влево-вправо. А пушка у нас, получается, поворачивается только за счет того, куда вот эта сферическая маска может повернуться, влево или вправо. Вот это у нас как раз вот колеса. Ну, тут вот сиденье. Ну и тоже элементы какого-то внутреннего убранства. Вот такая вот интересная, такая вот воспаленная мысль. Но тем не менее, что-то такое в чертежах было. Вот решила компания Mini-Art сделать вот такую вещь. Вот, уважаемые коллеги, вот такая вот интересная модель. Модель, конечно, выдуманная. То есть это, конечно, ребята тут не слабо покурили. Но тем не менее, все-таки вот такой прототипы такие были, мысли конструкторские такие были. Ну, немножко вот подпридумали, сделали вот так вот. Интересно, может быть, не для всех, конечно, это, но для кого-то, я думаю, что будет интересно отступлением от их постоянной темы. Вот делает человек вот 3 четверки, одну за одной, одну за одной, одну за одной. Тут раз и шаротанк. Ну и почему бы и нет. Был, не был, ну, не было, конечно, но тем не менее, все пролито на очень на высоком уровне, аккуратное, четкое литье, тут даже вот зубчатые передачи, все это видно. Я думаю, что, может быть, кто-то собирает что-нибудь, какую-нибудь такую диорамку фантастическую с каким-нибудь там полуроботом или там каким-нибудь вот, как говорится, очень много было машин Люфтваффе 46, вот в авиации, в частности, всяких там реактивных, небесных, там и тарелки были, и что только не было. Ну, вот здесь вот шаротанк, вот это вот 35-й масштаб, ползающий, ездящий, здесь вот такое. Ну, могу сказать одно, что очень, конечно, оригинальная декаль, то есть тут все придумано вообще с нуля, ничего такого как бы не было, но вот, тем не менее, вот такая вот интересная вещь. Рекомендую, но рекомендую абсолютно для тех, кто хочет просто вот действительно отдохнуть от своей темы, то есть вот просто забыться и склеить что-нибудь, собрать что-нибудь такое оригинальненькое. Ну вот, пожалуйста, есть у нас оригинальненькое, ждем вас в наших магазинах, приезжайте, пожалуйста, покупайте вот такие шаротанки, интересная вещь. Опять же говорю, что на любителя, но я думаю, что своего покупателя данная вещь найдет, потому что у нас их уже осталось совсем немного, люди их как бы берут, так что ждем вас в наших магазинах, рады будем вас обложить новинками. Пожалуйста, приезжайте, покупайте. Это был Мир Модели, меня зовут Павел. До новых встреч! Thank you.